Ну что, Димон, поговори что-нибудь. Здравствуйте, товарищи! Возможно, что вы будете получать программу передач на вчера, потому что с опозданием, понимаете ли. Бля, вот так вот. Ага. И что? Не поймете ни хрена вообще, почему так, почему эдаг. И что я могу вам опять сказать? Задом наперед вы будете жить. Понимаете, как трудно жить задом наперед? Вы будете жить назад. А как это понимать? Как это понимать? Понимаете ли? Понимать. Для того, чтобы жить назад, надо сначала жить задом наперед, чтобы потом выйти из исходного положения в то, как ты будешь жить вперед, чтобы выйти в другое положение, как ты будешь жить назад, и чтобы прожить жизнь назад, надо понять, как ты будешь жить задом наперед. Сдвинься чуть-чуть. Так. Здравствуйте. Сегодня такая тема. Как вы думаете жить назад? Жить назад, для того, чтобы жить назад, надо жить задом наперед. И для того, чтобы прожить жизнь задом наперед, надо жить назад. А чтобы не думать задом, а думать головой, это совсем другая тема. Если будешь думать задом, а лучше именно и думать, чтобы прожить жизнь назад. Для того, чтобы жить вперед, никто не заставляет жить вперед. Можно жить и задом наперед. И для того, чтобы прожить жизнь назад, никакого условия не надо. А надо жить задом. Я не прапорщик Задов, который там в этом, когда был еще раньше, еще старая такая тема была, «Осторожно, модерн». Там был Нагиев и Сергей Рост. Ну что они там, чем они думают? Все, стоп. Во. Отлично, отлично, дорогие товарищи. Сегодня у нас зловещий вечер. Я представляю, как мы будем жить назад. А жить назад это так, как бы, если бы прожить жизнь задом наперед, то бы прожить жизнь вперед не имеет никакого смысла. Как мы будем жить назад? Или задом наперед, или передом, или с Выборгом, или с Питером, или что-нибудь еще. Ну, это лажа, конечно, да, это можно увидеть. Ну, как бы с подвыподвертом, так сказать. Или же в иной ситуации оно может быть получиться банальным или аристократичным. Иногда я вздумываю такую вещь. Иногда они понимают, что неправильно это все. Иногда они зловеще ухмыляются. Иногда они смеются надо мной. Охуенно. Иногда они страдают, иногда плачут. Иногда стреляют друг друга. А иногда я сам над ними смеюсь. И понимаю, как это трудно жить назад, жить задом наперед. Или вперед и задом. Думать задом, а не головой. Все, стоп, давай другой профиль. Никогда не думайте, что жить назад очень сложно. Надо жить задом. Задом наперед. Как вы думаете жить назад? Жить задом это очень просто. Вы всегда шли вперед, вперед, вперед. А как жить задом? Задом наперед это очень жить просто. Вернитесь к исходному положению, встаньте и скажите сами себе, как просто жить задом наперед. Иногда они смеются надо мной, иногда они стреляют словами в стенку, говорят какую-то белиберду, плюются и смеются. Ну что это такое? Как это понимать? Как это понимать? А жить надо так. Жить надо задом наперед. И жить надо правильно. Только задом наперед. И иногда они стреляют словами в задницу себе. Поэтому они живут только вперед, вперед, вперед. Они плевали назад. А надо жить
задом наперед. То есть в перевернутом смысле всего. Иногда это неправильно. Но с моей стороны это точно правильно. А что говорить? Да что хочешь. Смутные сомнения терзают меня. Ведь жить назад очень просто. А как вы думаете жить назад? Жить назад очень просто. Никогда не думали, как это просто. И как это на самом деле правильно жить задом наперед. И смахнув слезу со своего глазика, я скажу, от души вам, ребята, жить назад очень просто. Потому что вы думаете задом. Задом наперед думать очень весело. Задом наперед. Просто так не думать. И не думать ни о чем. Просто живите задом наперед. Потому что жить задом наперед просто очень привлекательно. Шиворот на выворот. Вернитесь к общему знаменателю. Выверните себя наизнанку и живите задом наперед. Это будет просто шикарно. И не думайте ни о чем, о всяких рекламах, всяких подвижках и всяких вспышках. Ничего не будет. Это все ерунда. Это все старо как мир. Живите просто задом наперед. Живите просто так. Просто живите и все. Что вам еще надо? Вам просто невыгодно жить вперед. Вперед, вперед, жизнь ускоряется, все самолеты летят, эти бегут туда-сюда, этот один убился, застрелился, там все, шикардос, магардос, блядь, швыряется туда, выебывается, извините за выражение. Кто ты такой? Да ладно, кто я такой? Да и никто. Я никто. А мне так грустно. Я просто хочу жить задом наперед. Охуенно. Стоп, давай другой профиль попробуем. Так. Пошел. Процесс самоосознания жизни задом наперед – это не просто, а просто так. Ибо усваиваемого самого себя проходит только при осознании себя изнутри и выносит это все наизнанку. Если прожить жизнь вперед, это не то, это просто шлак. А вот если прожить жизнь назад, то сами посмотрите, как вы изменитесь. Не умрем, но изменимся. Не просрем жизнь, а просто придем к общему знаменателю. И воскресаем заново. Раз, два, три. И раз тебе отныне не знаю, что дальше сказать. Все, хорош. Бля, ебанариум какой-то. Ну это, бля, вообще... И как я устал от всего этого. Жизнь назад, жизнь вперед. Нет, жизнь вбок. А может быть, в четырехмерном пространстве не хватает. Стоп. Многие не понимают, как жить назад. Многие смеются с меня. Многие трепают мне мозги. Иногда они живут только вперед. Да не всегда живут только вперед. А я живу только задом. Жить назад очень просто. Просто вернитесь в исходное положение. Примите, можно сказать, душ из своей жизни. Вернитесь в ностальгию, впадите в транс. И скажите сами себе: я живу задом наперед. В результате всего это дикое ощущение. Дикое, но симпатичное. Иногда так и бывает. А иногда просто очень грустное состояние, когда ты не понимаешь, что с тобой творится. Ты впадаешь в депрессию, ты вообще не знаешь, кто ты, что ты, какой-то злой, хочешь всех расстрелять, растерзать. Хочешь просто плюнуть всем в лицо. Хочешь просто насрать им на харю, так сказать. Ну, грубо это все, грубо и глупо. Но что тут поделать? Если так понимать, а как это понимать, жить назад? Для того, чтобы прожить жизнь назад, надо прожить ее вперед, а потом вывернуть наизнанку и прийти к общему знаменателю, чтобы
прожить жизнь назад. А как это понимать, вы скажете? Как это понимать? Ну, это мое истинное начало. Как это понимать? Вот и все. Вот в том-то все и дело. Не понимать того, что надо понимать, это одно. А понимать, как это надо понимать, это другое. И выйти из этого положения могу лишь только я сам. И вы тоже подумайте, как выйти из этого положения. А для того, чтобы войти в это положение, там, где и выход, там, где вход, там и выход. Да, вот именно. Так оно и есть. Вошел туда, а вышел отсюда. Не, ты куда вошел, оттуда ты и выходишь. Вход там, где и выход. Выход там, где и вход. Все. Что тут еще? Давай. Никогда себе не говорите, не задавайте всяких назначений. Исходя из общих убеждений, не травмируйте свою психику. Она и так уже вывернута наизнанку. И почему? А потому что вы ее сами истрепали. Вы разложились на всякие разные субстанции. 1 бутерброд, 2, 3, 15, 16, 2004, 18, 15, 16 квинтиллиардных и минус одно марсианское крылышко. Почему марсианское? Да потому что этот Марс уже заебал. Туда марсоходы, там он ходит, он уже Curiosity один накрылся, или кто там один, какой-то там марсоходище. Накрылся у них там. Отвалились у него все колеса, сдулись все. Все, исчерпан. Исходя из того, что не может исходить из того, что может исходить. Задом жить весело, а головой думать не надо. Ее просто надо использовать для того, чтобы ей думать. И всего лишь навсего жить задом наперед. А когда живешь задом, это совсем другое дело. Это просто восхитительно. Просто не мечтайте жить. Вперед, вперед, прогресс, технические исследования, марсианские хроники. Да мы покорим всю галактику. Да мы будем в смерть путешествовать. Да еще бы! Да куда нам всем? Вы сначала научитесь жить задом. Научитесь жить задом. Живите задом наперед. Вернитесь обратно в себя. И проживите жизнь так, чтобы было на что посмотреть. Задом наперед. Больше ничего я не могу сказать. Больше ничего не могу сказать. Да? Да. И что? Все! Все! А чё? А откуда вы здесь? И кто здесь вообще? Кто здесь? Кто там, кто там? Мы там. Воду льете? Мутите, что ли? В собак превращаетесь или кого? Лучшие в мире друзья — это бриллианты, да? Золотом, блядь, сука, болеете? Или чем? Едой, фаршированными перцами? Или кто, или что, или вообще не понимаю, кто вы такие. А, спросите, кто я такой? Да я вообще никто. Вы лучше живите задом наперед. Побойтесь самих себя. Посмотрите в себя и живите задом наперед. Живите передом назад. Перемотайте свою жизнь назад. Астрального конфуза хотели. Вот она, пожалуйста. Падайте ниц, только не передо мной, под самих себя. Раздавите себя, выверните себя наизнанку и получите удовольствие от этого. Вы снова поймете, кто вы на самом деле. Вы обретете энергию. Вы подниметесь над самими собой.
Это лучшая в мире медитативная практика. Но это не то, что вы думаете. Вот эти индусы сидят там. Это не то, что вы там где-нибудь там в пустыне идете такие там, с верблюдами там, со всякими дураками. А ты ничего нету. Все! Да что все? Пока все есть. Это я только придумал это все. Ситуацию придумал. Ну извините, как тут быть, если ни о чем не говорить, ничего не придумать? Скучно же было бы жить. Иначе получается так. Кстати, о птичках. К нам сегодня приедет один человек. У него этого гуталина, ну, как Матроскин кот говорил, ну просто завались. А у него не гуталина, а всякого добра и всяких вещей просто интересных, которых у него в душе очень много. И он вам это поведает. Но я говорю про того человека, ну, который во мне находится. А вы подумаете, это какая-то оказия, белиберда или шняга шняжная там и подобного непонятного искусства. Но не вправе ли говорить, если это не так? Понимаете только лишь одно, что жизнь задом наперед — это просто восхитительно. Иначе не было никакого бы смысла. А смысл есть во всем. И смысл всегда есть. Войдите в это состояние и выверните себя наизнанку. Тогда вы почувствуете, кто вы на самом деле. Скрести руки, пожалуйста, вот так.